Привет, друзья! Наверняка все знают и любят кимпап. И, конечно же, знают, что это блюдо можно считать самым популярным в Корее, да и за пределами этой страны. Вариаций готовки кимпапа множество. И мне бы хотелось поделиться рецептом кимпапа с кальмарами и лососем. Да, это, конечно же, не бюджетное блюдо, и даже можно сказать, что это деликатес. Делаем начинку из кальмаров. Они у меня сушеные. Режу их на небольшие кусочки, так как они очень длинные. Перец стручковый нарезаю мелко, у меня красный и зеленый перец. Наливаю в сковороду немного растительного масла и кладу соевую острую пасту, 2 столовые ложки примерно, или 1 с горкой, и красный молотый перец. Все это нужно хорошенечко размешать. Туда же кладем нарезанный перец. Хорошо обжариваем соевую пасту, чтобы убрать запах неприятный. Затем кладем кальмары и слегка обжариваем. Для более приятного вкуса я добавляю фасолевую муку из черной фасоли. В самую последнюю очередь кладем кукурузный сироп. Получается вот такая острая сладкая начинка из кальмаров. Немного жевательная, упругая начинка для ролла. Обжаренные кальмары посыпаем кунжутными семенами. Все, начинка из кальмаров готова. Крабовые палочки я просто руками разорвала на волокна продольные. Теперь кладем майонез 2-3 ложки и перемешаем. Отвариваем рис. Поверх промытого риса кладу небольшой кусочек сушеной морской капусты. Пока рис готовится, делаю омлет из яиц. Яйца должны быть комнатной температуры. Разбиваю миску, солю и все перемешиваю. В сковороду наливаем немного растительного масла. Жарю, как на керан-мари яйца, то есть как роллы. Можно также жарить и по-другому, как блинчики, например, затем тонко нарезать их. Или жарить толстым слоем, примерно 1 см, и тоже нарезать на небольшие полоски. Мне же жарить таким образом удобнее и быстрее кажется. Время от времени подливаем немного растительное масло, чтобы не прилипало. Точные пропорции кимпапа я оставлю снизу под описанием этого видео. Но хочу я вам сказать, что это очень много, то есть 20 роллов я сделала сразу. И поэтому пропорции ровно на 20 кимпапов, 12 с лососем и 8 с кальмарами. На 10 крупных яиц у меня получилось вот таких 2 больших рулета. Если вам трудно жарить большие рулеты, то можно сделать поменьше, 3-4 рулета на данной пропорции. Готовые яичные роллы остужаем и нарезаем на полоски в длину толщиной 1-1,5 см примерно. И также нарезаем рыбу. Ее размораживаем, если она была в морозильнике. Свежие огурцы нарезаю соломкой. Середину огурца не использую, так как в ней много воды. Нашинкованную морковь просто ошпариваю в кипятке подсоленной. Рис еще горячим приправляю солью, специальной, она уже с приправами. Можно и простой солью, если нет. И кунжутное масло наливаю. Ее лучше не заменять другим маслом. Рис хорошенько перемешиваем. Ну вот, все ингредиенты готовы для кимпапа. Можно приступать к заворачиванию, пока рис еще не остыл. Беру лист, ким называется, кладу шершавой стороной вверх и поверх выкладываю рис. Стараюсь распределить одной толщиной, ровно, не забывая про края.
Снизу оставляю сантиметр примерно, чтобы удобно было хватать при заворачивании. Поверх риса кладу половинку кима и на нее же выкладываю рыбу, яйца и крабовые палочки с майонезом. Кладем огурцы и морковь. Цепляю снизу края и заворачиваю в рулет, крепко прижимаю, как бы утрамбовывая ролл по всей длине. Смазываю края рисовым клеем, можно просто резинками заклеить. Хорошенько прижимаю и разглаживаю по всей длине ролл. Делаем ролл с кальмарами, то же самое. Кладем рис, разравниваем. Поверх риса кладем половинку кима, начинку из кальмаров. Здесь только мы можем добавить редьку маринованную и крабовые палочки, целые, разрезанные пополам. Добавляем огурчики, разравниваем и морковь. Заворачиваем, как обычно. Главное в кимпапе плотно завернуть, чтобы при нарезке ролл не рассыпался. И еще не переусердствуйте, ким может порваться. Чтобы роллы долго хранились и не обсохли, лучше их накрыть фольгой. Перед употреблением ролл смазать кунжутным маслом и нарезать острым ножом. Режем кимпап на 10-11 кусочков, толщиной примерно сантиметр. Кимпап с лососем получился очень нежным, и крабовые палочки с майонезом делают роллы очень приятным на вкус. Прекрасное сочетание. Кимпап с кальмарами режется чуть тяжелее, так как начинка ее немного упругая. Этот ролл с кальмарами отличается по вкусу в отличие от других кимпапов. Она очень острая и пряная. Однозначно, оба варианта выглядят очень презентабельно, и они достойны украсить любой праздничный стол. И поверьте, они съедаются быстрее, чем другие закуски на столе, не успевают даже подсохнуть. Но если серьезно, есть один недостаток кимпапу, что их нельзя долго хранить. Лучше съедать их в этот же день и не оставлять их на потом. Друзья, если вам понравилось видео, то поставьте мне лайк и напишите свой отзыв. А если торопитесь, ну что ж, я подожду, я не спешу.